Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ох, и плодотворная урожайная осень у меня выдалась. Изрезала несколько старых джинсов. И остались от них только рожки да ножки. Но мы же рукодельницы, своих не бросаем. Приступаем к спасательным операциям. Чип и Дейл спешат на помощь. И еще есть отрезанные кромки. Их много. Обычно швеи кромки выкидывают. Почему? Потому что в них более плотное переплетение ниток. И в изделии эти места будут толстыми и грубыми. А нам как раз это и нужно. Переберем все кусочки обрезки джинсовой ткани. Длинные полоски мы отложим отдельно, а с мелкими немного поработаем. Сошьем их вместе в длинные полосы. Сами видите, сколько оттенков джинсы существует. В качестве основы возьмем кусок плотной ткани. Это кусок рекламного плаката. Соединим ее с холстопрошивным полотном. Просто прошьем крупными стежками, иголкой с ниткой. Найдем середину нашей заготовки и положим туда центральную деталь. У меня это кусок джинсов с декоративным элементом, карманом и швами. Чтобы коврик лежал ровно на одной плоскости с игольной пластиной, воспользуемся самодельным приставным столиком. Можно машинной строчкой прошить центр. И начинаем потихоньку обшивать кромками тканей. Ничего сложного здесь нет. Закрыли один срез, заготовку разворачиваем и пришиваем следующую полоску. У кромок один край плотный, не сыпется. Именно его мы и укладываем сверху, лицевой стороной ткани наверх. А второй край кромки будет потом закрыт, спрятан следующим рядом полосок. Продолжим работу рядом джинсовых полосок. Накладываем полоску лицом к лицу, прошиваем, отгибаем, отстрачиваем шов и делаем еще один декоративный шов примерно в 1 сантиметре от первого. Так мы сразу же делаем и стежку коврика. И сразу же можно убрать лишнюю ткань. Конечно, это процесс не быстрый, ведь каждый кусочек надо подобрать и по длине, и по цвету. Всегда удивляюсь, какой непредсказуемый результат может получиться. Шьем ведь просто коврик. Ничего специально не выкраиваем, не продумываем. Это техника крейзи. Считаю, что это своего рода цветотерапия.
Пришиваем все подряд, из того, что под руку подвернулось. Конечно, можно сделать паузу, немного отойти и оценить то, что получается. Заодно посмотрите и размеры. Коврик получается большим, а шьем мы за бытовой швейной машинкой. Свободный край коврика можно свернуть трубочкой, чтобы не мешал. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Одну сторону коврика полностью закрыли, переходим к другому краю. Порядок работы самый простой. Пришиваем цветную кромку, потом джинсовую полоску. Так изделие смотрится более нарядно и радостно. И при таком способе работы все открытые срезы спрятаны. Многие мастерицы просто сшивают внахлёст джинсовые кусочки, делают сверху декоративные швы. Конечно, есть такая техника бора. На вкус и цвет товарищей нет. Когда коврик полностью дошили, подравниваем края. И остается только обработать край бейкой. Выкроим просто прямые полоски тканей шириной 5 сантиметров. Укладываем ее лицом к лицу. В самом начале работы бейку подогнем и начинаем пришивать. Как прошивать угол? Не доходя до угла примерно 7 мм, иголку опускаем, полотно разворачиваем на 90 градусов. Свободный край бейки подтягиваем наверх, аккуратно расправляем и формируем складку. Прошиваем угол и продолжаем работу. Второй край бейки пришить просто. Отгибаем ее на другую сторону. Делаем двойной подгиб и прокладываем строчку по лицевой стороне. Шьем в шов. Он потом закроется наплывающей тканью и не будет виден. В углу ткани поправляем. Красивая складочка сама сформируется. И с изнаночной стороны все будет хорошо и крепко прошито. Вот такой неожиданно красивый и нарядный коврик у нас получился. Хотя вы сами видели, из чего именно он сделан. Все затраты, только нитки и кусок холстопрошивного полотна. Это тряпка для пола. Ну и, конечно, Бог в помощь, творческое вдохновение и труд. Девочки, дорогие, вы же понимаете, что я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивей и интересней, чем у меня. Размер коврика получился 60 сантиметров на 1,10 м. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои группы в Одноклассниках, ВКонтакте и Дзен. Присоединяйтесь, у нас там тоже много интересного. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!